Привет, меня зовут Миша Тео, и я уже как 2 года нахожусь в Дубае. И несмотря на свой молодой возраст, я много что понял, прошел через разные сложности и набрался разного опыта, как негативного, так и позитивного. Как человек с $900 на кармане всего едет в Дубай? Просто без ничего, без клиентов. И просто надеется, что у него там будут бабки. Поэтому я хочу рассказать вам про пару моментов из своей жизни, которые будут полезны многим людям, кто переезжает жить в Дубай и не только. Казиков нету, клиентов нету, ничего нету, денег нету. Когда я только-только летел в Арабские Эмираты, не имея большой бюджет в кармане, а это $900 на секундочку. Таксо еду до аэропорта, все собрал, 7 часов ехать. Я переживал, беспокоился о том, где я буду жить, как я буду зарабатывать и так далее. И вот это тот самый момент, когда самолет уже оторвался от земли, и ты смотришь в иллюминатор, понимаешь, что все, назад дороги нет. И это ощущение не страха, а какой-то чистой неизвестности. Ты не знаешь, что ждешь впереди, но чувствуешь, вот сейчас начнется настоящая жизнь. Вот знаете, вот у меня такое чувство нездоровое, какая-то прям уверенность, что у меня все получится. То есть я быстро найду на работу, то есть я быстро заработаю деньги. Наконец-то погашу свою квартиру, да, в месяц 78 тысяч, блядь, за комнату, брат. И первый совет, когда вы летите в какую-либо страну, это панически себя не изводить. До такого состояния, когда ты перебираешь все варианты своего будущего в голове, строишь негативные обстоятельства и выходишь в какую-то депрессию, из которой явно ничего полезного ты не извлечешь. Я помню, первую неделю я вообще не спал, просто лежал ночью, представлял, что будет, если не найду клиентов, если деньги закончатся и так далее. Мозг сам создает кошмар, которого еще нет. Но потом я понял, что тревога исчезает только тогда, когда начинаешь действовать. Не когда все идеально спланировано, а когда просто берешь и делаешь хоть что-то. Пишешь, звонишь, знакомишься. Страх не уходит от размышлений, он уходит от движения. Второй совет. Если ты никогда не был за границей один, ты можешь сначала полететь в другую, более недорогую страну. Это Бали, Таиланд или даже Индия. Как раз в эту страну я в первый раз и полетел, и испытал все соки взрослой самостоятельной жизни. Вот честно, Индия для меня стала шоком. Это была другая вообще планета. Запахи, звуки, хаос и при этом невероятное чувство свободы, когда ты сам решаешь, что сегодня есть, куда ехать, где ночевать и где ты растешь в разы быстрее. И вот после таких поездок реально появляется уверенность. Ты начинаешь понимать, что можешь справиться где угодно. Если смог выжить в городе, где даже переход дороги целый квест, то и в Дубае ты точно не пропадешь. Когда ты 1 или 2 недели проживешь там, ты наберешься уверенности, у тебя появится желание путешествовать и осваивать что-то новое. И после этого ты можешь уже с оставшимся бюджетом лететь в тот же Дубай, раскручиваться, работать и создавать основную точку бытия. Главное не гнаться за красивой картинкой сразу. Не нужно пытаться выглядеть успешным, пока ты сам не почувствуешь внутреннюю опору. Сначала найди ритм, в котором тебе комфортно. Почувствуй страну. А потом уже начинай строить свой продакшн, искать клиентов и развиваться. Как раз о ней и будет мой 3-й совет. Создай себе благоприятную атмосферу там, где ты работаешь. Это начиная от переезда на ту же квартиру, в которой ты будешь постоянно жить, заканчивая полезными знакомствами как с коллегами по цеху, так и с клиентами. Поначалу я думал, да какая разница, где жить? Главное снимать и работать. Но через пару недель понял, что от атмосферы зависит вообще все. Если ты просыпаешься в месте, которое тебя реально вдохновляет, у тебя совсем другое состояние. Ты монтируешь с кайфом, снимаешь с энергией, общаешься с клиентами спокойно. А если ты живешь в квартире, где постоянный шум, бардак и соседи, это выжигает тебя изнутри. Поэтому я всегда говорю, даже если у тебя бюджет минимальный, выбери жилье, где легко дышится. И как бы это грустно ни звучало, но через улыбку приходится ебашить, просто играть в эту игру под названием «Жизнь». Круто, что это со мной происходит, но сколько это продлится? Когда я только прилетел в Дубай, связей как таковых у меня тогда не было. И приходилось зарабатывать полезные коннекты лично самому. Ходил на различные мероприятия, назначал встречи с видеографами, которые уже здесь закрепились, и общался со своими потенциальными клиентами. И вот это как раз отдельная история. Ты стоишь на мероприятии, вокруг десятки людей, все уверенные, с дорогими камерами, а ты с одной сумкой и со старым объективом. Но стоит просто подойти и сказать: «Привет, я видеограф, снимаю отчетники и рилсы, могу помочь». И в этот как раз момент ты переходишь из наблюдателя в участника. Вот
так появляются связи не через статус, а через инициативу. Потом кто-то добавил в чат, кто-то позвал на съемку, кто-то передал контакт. Так и строится вся медиасфера не через конкуренцию, а через движение. С поиском хорошего жилья тут тоже гемор, и приходится искать его во время рабочих процессов, и это не всегда круто. Но решив все эти бытовые и социальные проблемы, ты легко будешь находиться в чужой стране и не тратить время на лишние дела. Я помню, что в какой-то момент я понял, что все, я встал на рельсы. Появились свои клиенты, постоянные проекты, а главное — стабильность внутри. Когда ты начинаешь чувствовать себя уверенно, работа перестает быть стрессом. Ты не просто выживаешь, ты живешь. 4-й совет, который поможет тебе не слиться и не впасть в уныние. Вот это прям 2 фразы, которые я иногда себе говорю. Первая фраза: пусть будет, как будет, со мной ничего плохого не произойдет. И вторая фраза: по ходу дела жизнь подкинет мне необходимые обстоятельства, все будет хорошо. Раньше я думал, что это просто самоуспокоение, но потом понял, что это способ отпустить контроль. Когда ты перестаешь зацикливаться на результате, тебе становится легче. Ты не живешь в постоянной тревоге, а просто делаешь свое дело. Монтаж, съемки, встречи — все идет как надо, потому что ты не держишь ситуацию за горло. Как херово тебе не было, в какой бы плохой ситуации ни находился, ты справишься. Если ты продолжаешь действовать и делать то, что в твоих силах, ничего трагичного не произойдет. Для меня самое ужасное — это не иметь крыши над головой и ничего не есть, просто из-за того, что у меня денег нет. У меня было, кстати, таких пару моментов, и это реально страшно. Я помню ночь, когда оставалось буквально 50 дирхамов у меня в кармане. Я сидел и думал: ну все, это дно. Это видео для исторического момента, чтобы я потом посмотрел. Короче, мы идем с магазинов, у нас по нулям все. Мы рассчитываем, что мы будем делать на следующей неделе, какие бабки у нас придут. А потом утром мне написал человек, которому когда-то я помог со съемкой. Вот так ниоткуда жизнь реально подкинула нужные обстоятельства. Главное не переставать верить и действовать. Но смотря на это сейчас, я понимаю, что любой человек, который здраво мыслит, силен в своем деле, имеет желание чего-то добиться, он выйдет из этой дерьмовой ситуации, несмотря ни на что. Когда начинает гореть жопа, у тебя мозг сам включает эту суперспособность, хотя ты даже до конца этого не осознаешь. Поэтому ты сам себе защитник. Пойми это. Вот реально никто не придет и не спасет. Ни знакомые, ни заказчики, ни родители. Но когда ты перестаешь ждать спасения, появляется внутренняя сила. Ты чувствуешь, что можешь опереться на себя. И именно это состояние — фундамент, без которого невозможно построить ни карьеру, ни жизнь за границей, ни вообще что-то свое. И 5-й совет: не сиди на одном месте. Это больше про саму твою деятельность и тем, чем ты горишь. Если ты уже не горишь, тебе срочно нужно менять вектор деятельности. Потому что самое опасное, что может случиться, это когда ты продолжаешь делать то, что у тебя получается, но внутри пусто. Ты вроде снимаешь, зарабатываешь, проекты идут, клиенты довольны, но ты сам уже не чувствуешь кайфа. Это как будто ставишь камеру на штатив и нажимаешь рек. Все автоматически, без души. Пойми, чем ты сейчас занимаешься, это одна большая сфера, где много ответвлений. Например, я, который уже наснимал кучу коротких вертикальных роликов, отчетников, честно, уже не горю и не кайфую от этой работы, которую проделываю. Я даже помню момент, когда пришел на съемку и впервые поймал себя на мысли: а зачем я вообще здесь? Не потому что было плохо или скучно, а потому что все я уже знал. Я понимал, как построить кадр, как выставить свет, где вставить переход, и это стало рутиной, а ведь я когда-то мечтал о каждом съемочном дне. Вот тогда я понял, что самое страшное — это не когда у тебя нет работы, а когда нет чувства, ради которого ты начинал. И это, кстати, нормальное состояние. Многие не боятся признаться в себе, что им больше не интересно. Но именно с этого начинается новый этап. Если тебе скучно, значит ты вырос. А когда ты выбираешь идти туда, где страшно и непонятно, именно там и становишься лучше. Надеюсь, эти советы помогут вам в достижении новых вершин. Неважно, сколько вам лет, 18 или 35. Потому что возраст вообще ничего не решает. Я видел людей, которые в 20 уже потеряли веру в себя. И тех, кто в 40 уже начинает жить по-настоящему. Главное не останавливаться. Даже если тебе кажется, что ты топчешься на одном месте, на самом деле ты идешь вперед, просто в своем темпе. Всегда нужно учиться обращать внимание на чужой опыт. Так вы быстрее достигнете своих целей и станете намного лучше, чем были прежде. И вот важный момент. Не копируйте других. Учиться у кого-то — это не значит повторять его путь. Возьмите лучшее, но пройдите свою дорогу. Потому что у каждого свой сценарий, свой кадр, свой ракурс.
Жизнь — это не чужой продакшн, а ваш личный фильм, в котором вы и режиссер, и оператор, и главный герой. А чтобы узнать больше о съемке видео в Дубае или просто познакомиться со мной чуть ближе, в описании найдете мой ТГ-канал. Всем до скорых встреч!